Привет, друзья! Сегодня услышите результаты чемпионата Италии, Испании, Германии и Франции, расписание будущих матчей, таблица, а также списки лучших бомбардиров и ассистентов. В Бундеслиге завершен 20-й тур, в котором Айнтрахт разнес Аугсбург 5-0, но самый крупный результат был зафиксирован между Байером и Боруссией. Мне повезло, что я попал на эту трансляцию, а вы? Фармацевты победили 4-3, после чего приблизились к шмелям в таблице на расстоянии 2 очка. Кевин Фоланд заколотил 2 мяча. В прошлом месяце он также отличился дублем в одной игре за Байер. Выделим: в составе желто-черных нет не Холланда, а гол Эмре Джана, который переехал в Дортмунд на правах аренды. Странно звучит, да, когда о человеке говорят, что он сдан в аренду. Бедная Боруссия терпит второе поражение подряд. Напомним, что за 4 дня до этих событий их наказал в Кубке Вердер 3-2. Получается, что команда Люсьена Фавра в 2 матчах пропустила 7 мячей. Бавария принимала Лейпциг, с которым согласилась на ничью 0-0. Последний раз мюнхенцы уходили с поля без забитого мяча еще в начале сезона, когда в Суперкубке уступили Боруссии 0-2. Команда Флика прервала серию из 8 побед к ряду с учетом всех турниров. А вот Лейпциг попал в трясину: 3 тура без побед, поражения и 2 ничьи. Стало известно, что Бавария в 1/4 финала Кубка Германии сразится с Шальке, а вот остальные результаты этого тура. Про Айнтрахт уже сказали, клуб увеличил свою беспроигрышную серию до 5 матчей. Вольфсбург Фортуна 1-1, Вердер уступил Униону 0-2, Герта взяла пример с музыкантов и уступила Майнцу 1-3. Фрайбург Хофенхайм 1-0. Шальке не удалось выиграть у аутсайдера Падерборна 1-1. Матч Боруссии Мюнхен-Гладбах и Кёльна перенесен из-за непогоды. В чемпионате Англии также отменили одну игру, ссылка вверху. Расписание: следующий тур 14 февраля откроет Боруссия Дортмунд и Айнтрахт. Лейпциг на следующий день будет принимать Вердер, а Бавария 16 февраля отправится в Кёльн. Голеадоры и ассистенты. Левандовский остается лучшим бомбардиром, 22 гола, у Вернера 20. Санчо обгоняет Мюллера в списке лучших ассистентов, на их счету 13 и 12 голевых передач соответственно. Таблица. Бавария второй тур к ряду удерживает первую строчку, Лейпциг соответственно второй. У Дортмунда и Мюнхен-Гладбаха по 39 очков. В зоне вылета Вердер и Падерборн. Фортуна в зоне стыковых матчей. 24-й тур чемпионата Франции ознаменовался центральной игрой между Лионом и ПСЖ. Первый матч в сентябре закончился с минимальным перевесом столичной командой. На этот раз зрителей повеселили: 4-2. У ПСЖ становится 8 побед к ряду. Лионцы же идут 3 тура без побед, 2 поражения и ничья. Ди Мария оформил в этом сезоне уже 12-ю голевую передачу. Ассистентов посмотрим позже. Последнее поражение на своем поле парижане потерпели от Лиона еще 8 лет тому назад. Остальные результаты: Анже уступил на своем поле Лилю 0-2. Марсель скромно переиграл худшую команду чемпионата Тулузу 1-0. Рен и Брест закончили без голов. Дижон и скатывающийся вниз Нант сыграли в результативную ничью 3-3. Еще одна гостевая победа состоялась в Амьене. Монако в конце игры забивает дважды и выигрывает 2-1. Ним в гостях забил 3 мяча Ниццы. Бордо поддержал своих коллег и выиграл на чужом поле 2-1. Его жертвой стал Мец. Монпелье Сент-Этьен 1-0. Хозяева поля весь второй тайм играли в меньшинстве. Страсбург Реймс 3-0. Расписание: 14 февраля Монако будет влюблять в себя Монпелье, а участники Лиги Чемпионов сыграют 15 и 16 числа. ПСЖ ожидает поездка в Амьен, а Лион примет Страсбург. Бомбардиры и ассистенты: Бен Йедер первый, 16 голов, Мбаппе на 1 мяч меньше, Неймар и Дембеле делят 3-ю строчку. В прошлом сезоне лучший голеадор заколотил 33 мяча, это был Мбаппе. У Ди Марии 12 голевых передач, еще один результативный пас, и он сравняется с лучшим распасовщиком прошлого розыгрыша Саванье. У Слимани из Монако 8. Таблица. Пари Сен-Жермен наращивает отрыв, который составляет уже 4 победы от ближайшего преследователя. Можно вспомнить, что в прошлом сезоне столичный клуб победил с отрывом в 16 очков. За 24 тура лидер Лиги 1 забил уже 63 мяча, в среднем получается 2,6 гола за игру, лучший результат в турнире. За ними следует Марсель, Рен и Лиль. Поднимается на 7-ю строчку Монако, а вот Лион затерялся в середине, 9-е место. Самое худшее положение у Нима 24 очка, у Амьена 20, у Тулузы 13. В чемпионате Италии позади 23 сыгранных тура. Вновь в серии А поменялся лидер. Ювентус отправился на свидание в Верону, которое закончилось для него неутешительно 1-2. Это стоило Старосиньоре лидерства в турнирной таблице. Интрига усиливается. Последний раз Ювентус тут проигрывал 3 года назад. Хозяева поля на гол Роналду ответили 2 в конце игры. Туринцы терпят второе гостевое поражение к ряду. В прошлом туре выезд в Неаполь закончился с таким же счетом. Верона в новом году еще ни разу не уступила, устояв с такими соперниками, как Лацио и Милан. Аталанта гостила во Флоренции. Этот опыт был удачным. Участник Лиги Чемпионов нанес Фиорентине 3-е фиаско подряд и записал в свою копилку 3 балла и закрепился на 4-м месте. В составе победителей отметились Малиновский и Сапата, который был выкуплен в зимнее трансферное окно у Сампдории. Трансферы участников Лиги Чемпионов, ссылочка будет вверху. Можно вспомнить
напомнить, что эти клубы в 4-й раз подряд между собой заканчивают с результатом 2-1. Наполи после 3 побед неожиданно уступает на своем газоне Лечче, одному из претендентов на вылет, 2-3. Надо сказать, что при своей поддержке неаполитанцы уступают уже в 6-й раз. 30-летний Джанлука Лападула оформил в матче дубль. Наполи 3-й раз в серии А пропускает 3 мяча за матч. Предыдущие 2 были с Ювентусом и Интером. Остальные результаты: Рома повторила подвиг Наполи и проиграла Болонье 2-3. 4 матча подряд римляне идут без побед. Торино отхватила от Сампдории 1-3. В этом матче тоже было удаление в составе проигравшей команды. Заметьте, что выездной клуб забил 3 мяча в течение 9 минут. Спал Сассуоло, 3-я победа гостевой команды 1-2. Клуб Дженоа оказался сильнее Кальяри 1-0. Бреша и Удинезе поделили очки 1-1. Единственная ничья в туре. Лацио вез победу из Пармы. Команда из столицы Италии показывает великолепный результат. В 18 туров к ряду без проигрышей. В миланском дерби была зафиксирована победа Интера 4-2, который отыгрался после 0-2. Последний раз черно-синие уступали в серии А еще в октябре, 4 месяца тому назад. Расписание 24-го тура. Он состоится в следующие выходные. Лечче спал. Болонья Дженоа, Аталанта Рома. Римляне могут продлить свой черный отрезок. Удинезе проверит Верону на готовность к Еврокубкам. Ювентус будет оправдываться перед фанатами в матче с Бреша. Сампдория примет Фиорентину, Сассуоло, Парму, Кальяри, Наполи, Лацио, Интер. Центральный матч. Милан ждет Торино, бомбардиры и ассистенты. Иммобиле остается всего лишь 1 гол, чтобы повторить результативность Квальяриеллы в прошлом розыгрыше. Роналду забил 20-й мяч, Лукаку 17-й. Ассистентам также нужен всего лишь 1 пас, чтобы превзойти прошлогодний итог. Сейчас у Гомеса 10 передач. У Кулусевски, права на которого выкупил Ювентус, 7. Таблица. Интернационалы вырывается на 1-е место. Ювентус проигрывает миланцам по дополнительным показателям. У туринцев уже 3 поражения, которые пришлись все на последние 2 месяца. Напомню, что в прошлом сезоне Ювентус взял Скудетто с 4 фиаско, Лацио 3. Как вы думаете, будет ли новый чемпион? Аталанта самая результативная команда лиги, 61 гол, 2,65 за игру. Наполи продолжает падение, клуб 11 в самом низу, где темно и сыро. Дженоа, Бреша и Спал. В чемпионате Испании также завершен 23-й тур. Валенсия удивила крупным поражением от Хетафе, хотя триумфаторы этого матча выдают 2-й хороший сезон подряд. В составе гостей был удален новичок команды Флоренция, но до этого летучие мыши пропустили дважды от Малины. Знаете ли вы, что Хетафе побеждает в сухую уже 4-й тур к ряду? Атлетико прерывает месячную серию неудач и минимально с привычным результатом в 1 гол обыгрывает Гранаду. Радует то, что на своем поле мадридцы играют стабильно. Единственное поражение было в декабре прошлого года от Барселоны. Победу команде Симеоне принес на 6-й минуте гол Анхеля Корреа. Реал разобрался с Осасуной 4-1, которая терпит 3-е поражение к ряду с учетом Кубка страны. Если заговорили про Копа дель Рей, то за 3 дня до этих событий сливочных оттуда выбил клуб из Сан-Себастьяна. Отмечаем, что Реал в нашей игре пропустил первым. В чемпионате страны у ребят Зидана полный порядок, как и у самого тренера. 4 месяца без поражений, 10 побед и 4 ничьи. Барселона в напряженной игре выиграла у Бетиса 3-2, который 3-й тур не может никого обыграть. 10 желтых карточек показал арбитр. Команды заканчивали игру 10-10. Интересная деталь заключается в том, что Бетис дважды выходил вперед по ходу матча, но 3 голевых паса Месси спасли поединок. Беспроигрышная серия сине-гранатовых в первенстве страны составляет 2 матча. Добавим, что каталонцы также пожертвовали Кубком Испании, где уступили в четвертьфинале Атлетику Бильбао. В этом туре было 2 гостевые победы, которые оказались самыми результативными, 10 голов. Остальные результаты на вашем экране. Алавес переиграл Эйбар 2-1. Леванте был сильнее Леганеса или Лиганеса 2-0. Вальядолид и Вильяреал победителя не определили 1-1. Худшая команда турнира Эспаньол добыла 3 очка в поединке с Мальоркой. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао после триумфа в Кубке над Грандами встретились в очной игре. Победа досталась Сан-Себастьянцам 2-1. В конце игры был удален гостевой игрок. Самый популярный счет тура был зафиксирован в игре Сельты и Севильи, волевая победа клуба из Виго. Расписание: в следующем туре ожидаются такие матчи: Валенсия, Атлетико Мадрид. Эта интересная игра откроет тур. Это произойдет с пятницы на субботу 14 февраля. На следующий день тур продолжится встречей Мальорки и Алавеса. Барселона примет 3-ю команду таблицы Хетафе. Это тоже интересно. Вильяреал сразится с Леванте, а Гранада с Вальядолидом. Севилья должна обыграть Эспаньол 16 февраля. Легана встретится с Бетисом, Эйбар с Реал Сосьедадом, а Бильбао примет Осасуну. И заключительный матч состоится в Мадриде, где местный Реал встретится с Сельтой. Бомбардиры и ассистенты. Месси забил 14 мячей. Поклонникам аргентинца хотелось бы больше. У Бензема остается 13, у Суареса 11. Прошлый сезон эта троица закончила в таком же порядке. Правда, у Месси было 36 мячей. Рохер из Леванта имеет 10. Немножко остается ассистентом, чтобы обогнать показатели прошлого сезона. Сейчас у Лионеля 11 передач. В предыдущем розыгрыше было 13. Суарес и Порту имеют по 7. Таблица. Реал держит дистанцию от Барселоны в 3 очка. Через тур 1 марта у них очная игра.
которая состоится на Сантьяго-Бернабеу, а пока мадридцы остаются самым малопропускающим коллективом – 14 голов, а каталонцы самый результативный – 55. Далее следует Хетафе, Атлетико Мадрид и Севилья. Валенсия опустилась на 7-ю позицию, на дне барахтаются Маллорка, Леганес и Эспаньол, у всех по 18 очков. Оцените этот выпуск, понравилось? Рекомендуем узнать о громких инцидентах, которые случились на чемпионатах мира, часть 2. До скорого на спортивном.